Дорогие мои друзья, любители зефира, я знаю, чем вас порадовать на Пасху и чем удивить. Сегодня мы с вами приготовим самую оригинальную и самую, наверное, удивительную творожную Пасху из всех, которых я ела. Но творожное, это слово мы возьмем в кавычки, потому что наша Пасха будет из зефира. В основе ее будет яблочный зефир, а начинка будет из клубничного мармелада. Также внутри ее будет кокосовая стружка. Превосходный внешний вид, изумительный вкус и волшебный аромат. Вот характеристики этой зефирной Пасхи. Друзья мои, если не в вашей традиции отмечать Пасху, нет повода отказываться от этого удивительно вкусного десерта. Сделайте ее в круглой или в квадратной форме, в которой выпекаете бисквит, и у вас будет самый прекрасный, самый лучший торт. Зефирный торт. Торт из зефира. Зефир для этой Пасхи мы будем делать по самой простой технологии, которая называется заварной. Зефир по этой технологии получается у всех, даже у новичков. И еще одним прекрасным свойством обладает эта технология. Это быстрая стабилизация зефира. Наша зефирная Пасха будет стабилизироваться 15 минут. Друзья, рада вас видеть на канале Записки пользователя, или вы гениальны. Меня зовут Пульхерия. Итак, приступаем. Друзья, сначала мы с вами приготовим клубничный мармелад. Для его приготовления нам понадобится 100 граммов клубники в свежем или замороженном виде, 80 граммов сахара, 4 грамма агар-агара, сила 900. Клубнику перекладываем в высокий стакан. Если клубника у вас замороженная, разморозьте ее. Пробиваем клубнику блендером до получения однородного клубничного пюре. В кастрюлю добавляем 80 мл воды, всыпаем весь агар и ставим нагревать. Агар непрерывно мешаем и ждем образования геля. Агар превратился в гель, всыпаем весь сахар. Размешиваем его. Сахар у нас растворился, он закипел, теперь можно добавлять клубнику. Как только клубника закипела, нагрев уменьшаем и варим 5 минут. Все время непрерывно мешаем клубнику. Друзья, клубничного мармелада будет с избытком, нам хватит и половины, но меньшее количество мармелада варить нерационально. Мармелад будет очень крепкий и выдержит горячий зефир. Клубничную массу можно перелить в любую форму и оставляем стабилизироваться мармелад при комнатной температуре. При температуре 30 градусов Цельсия мармелад уже будет стабилен и очень крепким, и выдержит горячую зефирную массу и не растает. Пасху мы будем делать на основе яблочного зефира. Зефир же будем делать заварным способом. Это упрощенная технология приготовления зефира, и она получается у всех и всегда. И нам понадобится 150 граммов яблочного пюре. И причем нам не важно, насколько оно будет жидкое или густое. Для получения яблочного пюре нам понадобятся зеленые, твердые, кислые яблоки, но ароматные. Разрезайте на половинки, удаляете семена и запекаете до мягкости в микроволновой печи или в духовке. Затем пробиваете блендером. При необходимости протрите сквозь сито. Также нам понадобится 60 граммов белка яиц, 2 белка яиц первой категории, 2 порции сахара. 1 порция на 60 граммов, она пойдет в белки яиц. Эта же порция включает в себя 25 граммов ванильного сахара. 2 порция на 200 граммов сахара. Она нам будет нужна для сиропа. Агар-агар 7 граммов, силой 900. 1 грамм соли, 1 грамм лимонной кислоты.
Также нам понадобится 25 граммов кокосовой стружки. У меня пасочница объемом 700 мл, но всех ингредиентов и зефира, и мармелада хватит на пасочницу объемом 1000 мл. Верх пасочницы оберните пищевой пленкой и переверните ее вверх дном. Мармелад уже стабилизировался. Достаем его из формы и нарезаем его кубиками не очень крупными, примерно 7 мм на 7 мм. Вот такие у нас примерно должны быть кубики. Отставляем их. В сотейник добавляем 100 мл воды и весь агар-агар и ставим на плиту. В чашу миксера добавляем все белки яиц, соль и лимонную кислоту. И начинаем взбивать. Взбив белки до пены, начинаем по 1 столовой ложке добавлять сахар из порции в 60 граммов. Белки в это время продолжают взбиваться. И так добавляем весь сахар и дальше продолжаем взбивать. Непрерывно мешая, дожидаемся превращения агар-агара в гель. Как только он превратился в гель, добавляем весь сахар. Порцию из 200 граммов. Сахар размешиваем и дожидаемся его закипания. Белки яиц мы взбиваем на протяжении всего процесса варки сиропа. К моменту вливания сиропа белки яиц должны быть уже в устойчивом состоянии, достичь стойких пиков. Сахарно-агаровый сироп закипел. Теперь мы добавляем яблочное пюре, размешиваем его. После закипания нагрев убираем на средний. Весь процесс варки мы непрерывно мешаем. До какого состояния нужно взбивать белки яиц? Проведите следующий тест. Переверните чашу со взбитыми белками вверх ногами. И из чаши у вас не должно ничего выпадать. Это говорит о том, что белки достигли состояния пиков. Кроме этого, белки яиц должны замотаться за венчик, а клюв не должен опадать. Сироп с яблочным пюре и агаром мы варим до температуры 103-104 градуса Цельсия и не забывайте его все время мешать. При достижении температуры сиропа 104 градуса Цельсия вливаем его в взбивающиеся белки яиц, которые уже находятся в готовом состоянии, но продолжает взбиваться. Миксер работает на скорости 3/4 от максимальной. Вливаем не широкой струйкой, не попадаем на венчик. После того, как влили весь сироп, миксер включаем на полную мощность и взбиваем до остывания чаши миксера примерно до 50 градусов. Потрогайте чашу миксера. По ощущениям, она должна быть теплой, но не горячей. Друзья мои, это видео более расширенной эксклюзивной версии вы можете посмотреть на платформе Boosty на моем канале. Я вам расскажу, как действовать, если у вас есть только ручной миксер, или что делать, если сироп готов, а белки яиц не сбились, или наоборот, белки яиц сбиты, а сироп не готов. Тут же вы можете посмотреть и другие видео в эксклюзивной версии. Так как у меня зефира больше, чем объем моей пасочницы, 1/3 часть зефирной массы я переложу в кондитерский мешок, а затем отправлю в духовку, нагретую до 50 градусов Цельсия. Так зефирная масса сохранит свою активность, и затем ее можно отсадить в виде зефира. Друзья, начинаем формировать нашу пасху. Пасочницу поставьте на тарелку, зачерпните пару лопаток зефирной массы, положите их в пасочницу и утрамбуйте. Затем посыпьте слой кокосовой стружкой и положите мармелад. Далее снова пару ложек зефирной массы, снова кокосовая стружка и снова мармелад. И так мы заполняем пасочницу до самого верху. Друзья, не стремитесь сделать ровные слои. Это будет смотреться некрасиво. Периодически
В процессе заполнения пасочницу потряхивайте для того, чтобы зефирная масса заполнила все пустоты. Верх пасочницы разровняйте лопаткой. Сверху можно прикрыть листком пергаментной бумаги и оставьте на 10-15 минут для стабилизации. Мгновенная стабилизация. Простой рецепт, исключительно красивый вид, волшебный аромат и изумительный вкус. Вот характеристики этой Пасхи. Да чего же вкусна эта зефирная Пасха! Съедается мгновенно. Готовьте 2. Этот шедевр кулинарного искусства сделан вашими руками. Вам есть чем порадовать своих близких и гостей. Зовите в гости любых гурманов. Они оценят ваш труд по достоинству. Нежная, легкая, как облачко, но упругая консистенция у этого пасхального зефира. Он умеренно сладкий, с выраженным ароматом кокоса и деликатной ноткой ванили. А какой же вкусный клубничный мармелад! Идеальное, гармоничное сочетание вкусов. Настоящий праздник. И этот праздник, сделанный вашими руками, друзья мои. Пусть вас не покидает радостное и праздничное настроение всегда. Готовьте с удовольствием. Приятного аппетита. И помните, что вы гениальны. Поэтому у вас все получится. С вами была Пульхерия. Встретимся в новом видео. Пока-пока. До новых встреч!